Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо просто вкусный торт бразильский Cake Pops. Торт получается очень сочным, делается элементарно, просто и быстро, а на вкус получается как десерт из очень дорогой кондитерской. Сначала приготовим корж. Для коржа мне понадобится 4 яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара и 200 грамм сахара. Я все это просто перемешиваю большим венчиком. Ничего здесь даже не нужно взбивать. Наливаю туда же 80 мл очень горячей воды, практически кипятка. Все это также перемешиваю. Добавляю 240 грамм греческого йогурта 10% жирности. Если у вас нет такого жирного йогурта, можете добавлять 10% сметану. Также добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха. Если у вас есть возможность, лучше брать рапсовое масло. 240 грамм муки, 80 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя. Какао-порошка нужно здесь брать много для баланса вкуса, чтобы корж был очень влажным и неприторным. Какао-порошок у меня здесь не алкализованный. Отвечаю сразу на многочисленные вопросы в комментариях. Обычный какао-порошок. Сейчас просеиваю всю сухую смесь. И духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Ничего здесь не нужно взбивать, вмешивать лопаткой. Также я перемешиваю элементарно просто все эти ингредиенты тем же большим венчиком. Выпекать буду просто на противне. Форма нам здесь никакая не понадобится. Выпекается корж очень быстро. Противень размером здесь у меня 42 на 32 сантиметра. Обычный стандартный противень. Застелила бумагой для выпечки. Ничем смазывать не нужно. Выпекается примерно 20-25 минут, зависеть будет от вашей духовки. Выпекаю на среднем уровне без конвекции. Дверцу духовки, конечно же, не открываем во время выпекания. Отправляю выпекаться 170 градусов примерно 25 минут. Корж испекся. Сейчас сразу же ничего не жду, вынимаю его из противня. Сразу его сейчас снимаю с бумаги для выпечки. Я его просто здесь нарезала, чтобы мне удобнее было снимать. Можно его перевернуть и снять по-другому. Здесь просто вам показываю, какой он нежный. Он получается очень нежный, этот корж. Он буквально тающий во рту. Корж получается неприторным. Его можно кушать как самостоятельный отдельный десерт. Измельчаю сейчас все это вот так руками. Можете измельчать порциями в измельчителе. Все это на ваше усмотрение. Корж у меня здесь практически еще до конца не остыл. Это не играет никакой роли. Все эти комочки сейчас разойдутся, когда будем добавлять туда шоколадную массу. На это не нужно обращать внимание. – 150 грамм молочного шоколада, здесь у меня 40% какао. Я его просто растопила в микроволновке. Добавляю туда 150 миллилитров сливок для взбивания. Жирностью не менее 30% нужно брать сливки, чтобы вкус был богатый. Перемешала. Сливки у меня комнатной температуры, не совсем холодные. И 150 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это объединяю просто. Получается смесь, очень напоминающая начинку конфет бригадейро. Вкус у основы будет напоминать те самые знаменитые бразильские конфеты. Сейчас все это просто перемешиваю. Перемешивается это буквально за минуту. На данном этапе можно добавить по вкусу либо столовую ложку коньяка, либо пару капель ромовой эссенции. Вот эта масса идеально просто подходит для приготовления кейк-попсов. Кто захочет сделать сами кейк-попсы, шарики, пожалуйста, из этой массы можно очень хорошо их формировать, эти шарики. Я вам сейчас покажу. Один я скатаю шарик. Масса еще по сути до конца у меня не остыла. И уже вот такие замечательные шарики из нее формируются.
Сейчас я беру форму, здесь у меня 28 на 18 сантиметров. Я всю массу выкладываю в форму. Форму я ничем предварительно не застилаю, то есть нет в этом надобности никакой. Массы оказывается в конечном итоге уже не так и много, как было изначально, потому что когда перемешивается масса с шоколадной массой, ее оказывается не так и много. Утрамбовала все это стаканом и сейчас делаю вот такие элементарные борозды. В разрезе они смотрятся очень эффектно. Одеваем перчатки и между ладошек формируем вот такие борозды. Все просто и очень быстро. Справится даже новичок здесь. Также, если вы в круглой форме на 26 сантиметров захотите взять, на 24 сантиметра можно брать, такие же борозды можно по кругу, по спирали как бы сформировать. Сейчас приготовлю крем. Пока буду готовить крем, эту заготовку я уберу на это время в холодильник. Здесь 200 мл сливок, не менее 30% жирности сливки должны быть, я довела до кипения. Добавляю туда 200 грамм шоколада, 40% какао. И все это хорошо перемешиваю. Шоколад здесь можно брать до 50% смело, но выше уже может горчить крем. Тогда уже нужно добавить немного сахарной пудры по вкусу. Сейчас я через сито переливаю все это в емкость, в которой у меня масса будет остывать. Масса уже остывает достаточно хорошо благодаря добавлению, в принципе, не растопленного шоколада. Через сито можно не перетирать, но лучше протереть, чтобы не было комочков. Если у вас нет шоколада 40% какао, вы можете взять 100 грамм 30% шоколада и 100 грамм 50% шоколада. То есть здесь проблем нет никаких. Накрываю сейчас пищевой пленкой и убираю это в холодильник буквально на полчаса, не больше, чтобы масса у меня остыла. Она не должна застывать, она должна просто охладиться. Она может и не станет у вас экстремально холодной. У меня она просто охладилась, но она не ледяная, эта масса. И сейчас я добавляю туда 300 мл очень холодных сливок, не менее 30% жирности. Все это перемешиваю до однородности и начинаю взбивать. Почему я перемешиваю именно венчиком? Чтобы со дна всю эту массу очень хорошо поднять. Можете лопаткой еще пройтись. Именно чтобы на дне вот эта вот шоколадная масса у вас не оставалась. Это не шоколадный ганаш. Это именно сливочно-шоколадный крем. Очень воздушный, очень легкий. Сразу говорю, у кого есть планетарный миксер, сразу лучше взбивайте в планетарном миксере. Потому что пузырьки воздуха от ручного миксера все-таки остаются в креме. Я взбивала ровно 2,5 минуты этот крем. Крем готов. Он очень красивый получается, устойчивый. Им даже можно наполнять такие торты, как цифра. То есть крем выдержит даже вот такие коржи. Заготовка охладилась хорошо у меня в холодильнике. Так работать с ней гораздо удобнее. И уже между этими бороздами я отсаживаю крем. Это удобнее сделать, конечно же, из кондитерского мешка. Но можно и так, в принципе, наполнять с помощью обычной силиконовой лопатки. Но лучше взять, если у вас нет кондитерского мешка, возьмите обычный пакет для замораживания продуктов. Срежьте у него уголок, и можно также отсадить туда этот крем. Разравниваю и приготовлю сейчас сливочный крем. Для сливочного слоя я здесь беру 200 мл холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, также 8 грамм я беру здесь загустителя для сливок и 20 грамм сахарной пудры. Все это взбиваю до устойчивых пиков. Если вы не хотите делать этот слой со сливками, вы можете его пропустить. Наношу сейчас сливочный слой уже на предыдущий крем и уберу на пару часов этот торт в холодильник, чтобы он стабилизировался. Покрыла вот такой шоколадной посыпкой, которой по традиции посыпаются конфеты бригадейро бразильские. Я его достала из холодильника, этот тортик. Нарезаю его еще в очень холодном виде.
Нарезать его лучше всего горячим ножом. И потом, когда вы его нарежете, он нарезается элементарно просто даже на очень мелкие кусочки. Его можно оставить при комнатной температуре. Буквально он менее получаса постоит и будет просто тающим во рту вот этот корж. Без преувеличения. Тортик получается по вкусу очень насыщенным. То есть нарезать его можно смело на очень мелкие кусочки. Подавать его можно и в очень мелких порциях. То есть это идеальная альтернатива для тех, кто не хочет возиться с круглыми кейк-попсами порционными, потому что кейк-попсы, конечно же, берут очень большое количество времени. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.